За прошедшую неделю российские самолеты в Сирийской Арабской Республике выполнили 468 боевых вылета, в том числе 24 вылета с территории Российской Федерации совершали бомбардировщики Ту-22М3. В ходе боевых вылетов было нанесено поражение 1354 объектам террористической инфраструктуры в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск, Хама, Хомс, Дер-эз-Зор и Дра. Самолеты дальней бомбардировочной авиации оказывали поддержку подразделениям сирийских правительственных войск, обороняющим город Дер-эз-Зор. В результате авиаударов, нанесенных бомбардировщиками Ту-22М3 с территории Российской Федерации, совместно с самолетами оперативно-тактической авиации, действующей с авиабазы Хмеймим, поражено 23 важных цели террористов в данном районе. Попытка штурма террористами города Дер-эз-Зор сорвана. В рамках гуманитарной операции, проводимой российскими вооруженными силами и Сирийской Арабской Республики, в осажденный боевиками ИГИЛ город Дер-эз-Зор в январе было доставлено свыше 200 тонн продовольствия и медикаментов. Доставка осуществлялась военно-транспортной авиацией военно-воздушных сил Сирии с использованием российских парашютных платформ П-7. Сразу подчеркну, что все удары российской авиации наносятся только по заранее разведанным и подтвержденным целям. Координаты объектов боевиков в зоне боевых действий поступают от информационного центра, развернутого в Багдаде, командования сирийских правительственных войск и отрядов патриотически настроенной оппозиции. Кроме того, для повышения оперативности, вскрытия объектов террористической организации и точности определения координат мы усилили ведение всех видов разведки на территории ближневосточного региона. Это позволяет обнаруживать новые цели боевиков и осуществлять их поражение практически в реальном масштабе времени. Недавно освобожденный от террористов город Сальма, провинция Латакия, по сообщениям сирийского правительства, уже приступила к работе городская администрация и органы обеспечения правопорядка. Заканчивается восстановление разрушенной боевиками телефонной станции, а также медицинского учреждения. Одновременно в провинциях Латакия продолжается нанесение ударов по бандформированиям террористов, укрывающихся в горной местности. Для их поражения задействованы бомбардировщики Су-24М. Так, по информации, поступившей от представителей сирийской оппозиции, в районе населенного пункта Хинсиба развернут был полевой лагерь бандитов, состоящих из прибывших с территории Турции граждан стран СНГ. После проведения доразведки беспилотными средствами для поражения цели был задействован российский бомбардировщик Су-24М. В результате удара полевой лагерь, а также более 20 боевиков были уничтожены. В районе населенного пункта Джубгаша, провинция Алеппо, бомбардировщиком Су-24М уничтожены склады с боеприпасами и топливом террористической группировки ИГИЛ. В долине Вади Кадах, провинция Хомс, после подтверждения с беспилотных средств данных, поступивших от сирийских правительственных войск, был нанесен удар по опорному пункту террористов. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение 2 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и более 10 боевиков. В районе населенного пункта Джебаль-Батра, провинция Дамаск, бомбардировщиком Су-24М нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов, принадлежавшему группировке Джейш аль-Ислам. В результате прямого попадания объект был полностью уничтожен. В районе населенного пункта Хербет-Ханам, это провинция Хама, нанесен удар по артиллерийской позиции террористов, в результате которого было уничтожено 8 орудий, а также грузовой автомобиль, осуществляющий подвоз боеприпасов. В окрестностях города Хербат-эль-Газала, провинция Дра, полевые командиры бандформирования предприняли попытку перегруппировки имеющихся сил с целью подготовки контратаки на правительственные войска с использованием автомобилей, оборудованных крупнокалиберным вооружением. По выявленному скоплению живой силы и техники террористов самолетами российской авиагруппы в Сирии
нанесены бомбовые удары. В результате уничтожено 17 джипов с крупнокалиберным вооружением и более 50 боевиков. В районе города Риджим-эль-Амала, провинция Рака, бомбардировщиком Су-34 нанесен удар по нефтеперерабатывающему мини-заводу террористов. По данным объективного контроля, в результате прямого попадания объект полностью уничтожен. Действия российской авиации по борьбе с незаконным нефтепромыслом террористов привели к снижению боеспособности бандформирований в связи со значительным уменьшением финансовых поступлений от незаконной продажи нефти в Турцию. На прошлой неделе руководство ИГИЛ на треть сократило денежные выплаты боевикам, что уже привело к значительным проблемам в подпитке и формированию новых отрядов боевиков. В целях развенчивания различных слухов и инсинуаций западных СМИ, как мы и обещали, доводим пока обобщенные данные о работе самолетов в Сирии так называемой антигилской коалиции. За прошедшую неделю самолеты коалиции совершили 73 боевых вылета и нанесли 50 ракетно-бомбовых ударов по различным целям в провинциях Алеппо, Хомс, Рака и Хасики. Рассчитываем, что наши коллеги из коалиции сами поделятся с мировой общественностью информацией о целях и эффективности своих ударов. Мы внимательно и сдержанно следили за развитием ситуации вокруг обвинений Турции, а также солидарных с ней официальных представителей НАТО и Пентагона о якобы нарушении российским самолетом Су-34 сирийско-турецкой границы. Хочу обратить ваше внимание на скорость и схему распространения заявлений в поддержку Анкары, сделанных по этой теме. Почему-то всем господам из НАТО и Пентагона сразу все было понятно. Хотя никаких фактических данных, район, высота, скорость объекта в воздухе Анкара обнародовано не было. То есть все объективные данные об этом якобы инциденте на самом деле существуют только в фантазиях авторов этого вброса. Зато каким-то образом при помощи радиационных средств турецких сразу была идентифицирована почему-то марка самолета Су-34. Хочу напомнить, что на севере Сирии системой ПВО правительственных вооруженных сил, а также нашим комплексом С-400 круглосуточно отслеживается обстановка в воздушном пространстве. Мы самым внимательным образом в течение прошедших суток проанализировали все данные объективного контроля полетов на севере Сирии. Я отмечу, не только нашей авиации. Никаких нарушений сирийско-турецкой границы самолетами российских воздушно-космических сил не было, о чем имеются исчерпывающие данные, заметьте, объективного контроля. И это факт. Более того, несмотря на многочисленные заявления турецких представителей, никаких фактических данных по дипломатическим или по любым другим каналам до сих пор никому не представлялось. А та истерия, которая была развернута турецкой стороной, является не только голословной пропагандой, а имеет также отчетливые признаки спланированной провокации. Поэтому те, кто нас предупреждают о каких-то последствиях, не разобравшись в происшедшем, должны сами в первую очередь задуматься, в какой капкан их втягивают турецкие партнеры. Если нужны факты, пожалуйста. На данных видео вы видите часть турецко-сирийской границы. Данный объект является турецкой пограничной заставой, которой еще буквально несколько месяцев назад, как вы видите, не было никаких огневых точек. Мы буквально на днях получили видеокадры сирийского генерального штаба о том, что на данной турецкой заставе развернуты артиллерийские позиции крупнокалиберных самоходных артиллерийских установок. Более того, мы получили видеокадры от одного из отрядов патриотически настроенной оппозиции о том, что данные артиллерийские самоходные установки осуществляют обстрел территории Сирийской Арабской Республики и, в частности, приграничный населенный пункт. Вот вы видите разрывы. Вот это является фактом. Это является неопровержимым доказательством, что турецкие вооруженные силы осуществляют обстрел приграничных сирийских населенных пунктов из крупнокалиберных артиллерийских систем. Ждем такой же скорой
реакции на и объяснение этих действий турецких вооруженных сил от представителей НАТО и Пентагона. Также хочу напомнить, что с недавнего времени все российские самолеты выполняют задачи в сирийском небе с обязательным прикрытием российских и сирийских истребителей, а также современных комплексов ПВО, включая и комплекс С-400. С прошлой недели к выполнению боевых задач на авиабазе КМИМ приступили сверхманевренные истребители Су-35С. Уважаемые коллеги, еще несколько данных объективного контроля о применении нашей авиации на территории Сирийской Арабской Республики. На данных видеокадрах вы видите нанесение ударов по одному из опорных пунктов боевиков провинции Латакия в горном массиве. С данного опорного пункта боевиков осуществлялась корректировка огня по правительственным войскам. В результате точного нанесения ударов самолетов Су-25М опорный пункт боевиков был полностью уничтожен, как вы видите, со всем его содержанием. В результате точного попадания произошла детонация боеприпасов, которые хранились в помещениях данного опорного пункта. На втором видеоролике вы видите нанесение ударов российской авиации по пункту управления боевиков в районе населенного пункта Маджаль-Кихея. Это тоже провинция Латакия. Удар был нанесен по пункту управления, который был хорошо информационно оборудован. В данном пункте управления был узел связи, склад с оружием и боеприпасами. Когда прибыли туда, как вы видите, главари одного из бандгрупп, по данному объекту был нанесен удар. В результате данный объект со всем его содержимым, как вы видите, был полностью уничтожен. На следующем видеоролике вы видите нанесение ударов самолетами российской авиации по колонне боевиков, которые, как по нашим разведывательным данным, не успели в ночное время перебросить большое количество боеприпасов и оружия на позиции одного из отрядов боевиков в провинции Алеппо. В результате точного удара по данной колонне с боеприпасами и оружием вы видите, какая сила детонации в результате точного попадания российскими бомбардировщиками. Колонна полностью уничтожена со всем его содержимым, оружием и боеприпасами. На следующем видеоролике вам представлены данные по нанесению ударов в провинции Хама, это вблизи населенного пункта Джуб-эль-Али, в частности по финансовым источникам террористов. Удары наносились по нефтяным ваннам. В результате точного попадания данный объект террористов, осуществляющий с которого контрабанда нефти, был уничтожен. В результате точного попадания пожар, объект полностью выведен из строя.